европейский зубр сумел отойти от грани исчезновения. Самое крупное сухопутное животное Европы, некогда почти уничтоженное из-за охоты и вырубки лесов, сегодня стало символом успешного восстановления дикой природы. Его возвращение превратилось в одну из самых впечатляющих историй успеха в сфере охраны окружающей среды. В южных горах Румынии, где века человеческой деятельности оставили за собой выжженные и истощенные земли, долгое время царила печальная картина. Леса редели, луга пересыхали, животные исчезали. То, что когда-то было живой экосистемой, превратилось в безмолвное пространство. Но в 2014 году экологи решились на смелый шаг. Впервые за 2 века в эти места выпустили стадо зубров. В тот момент в парке насчитывалось всего 11 животных, однако постепенно их число выросло до 33. Многие считали эту идею утопией. Зубры — массивные, травоядные, способные сильно влиять на ландшафт, а местность была суровой и труднодоступной. Даже специалисты сомневались в успехе, но эксперимент все же состоялся. И уже через год случилось то, во что мало кто верил. Началось возвращение жизни. История зубра в Европе — это рассказ о постепенном исчезновении. Еще задолго до появления крупных городов и промышленности эти исполины свободно бродили по континенту, от французских равнин до Кавказских гор. Их деятельность формировала природный баланс. Зубры паслись на лугах, прореживали леса, распространяли семена, рыхлили землю. Они были настоящими архитекторами экосистем. Но их господство оказалось недолговечным. Уменьшение численности происходило медленно и почти незаметно, пока человеческая цивилизация не начала захватывать все больше территорий. В средние века пашни и деревни вытесняли зубров в последние уголки дикой природы. Массовая вырубка лесов и распашка земель лишили их привычных маршрутов миграции и мест кормежки. Этот процесс охватил почти всю Европу, разрушая экосистемы и оставляя крупных животных без среды обитания. Зубры пытались удержаться в уцелевших лесах, но промышленная революция нанесла новый удар. С появлением паровых машин и стали человечество получило мощное оружие. Теперь охота, когда-то требовавшая ловкости и мужества, превратилась в простое нажатие на спуск. В XVIII-XIX веках численность этих животных резко упала. Их убивали ради мяса, шкур, трофеев и славы. Последние стада становились все более уязвимыми. Наибольший удар пришелся на годы Первой мировой войны. Лес Беловежье в Польше, где жила последняя значительная популяция, стал ареной боев и источником продовольствия для войск. Немецкие солдаты почти полностью истребили стадо. К концу войны оставалось всего 9 особей, и вскоре они также погибли. В 1927 году зубр исчез в дикой природе. В живых остались только 54 особи, все в неволе. Ученым предстояло ответить на вопрос, можно ли возродить исчезнувший вид. Среди выживших лишь 12 животных имели достаточный генетический потенциал для восстановления популяции. Несмотря на отчаянное положение, специалисты решили действовать. В 1930-е годы стартовали первые организованные программы разведения в Польше, Германии и России. Каждый новорожденный имел огромное значение, а все животные тщательно регистрировались, чтобы избежать близкородственного скрещивания. Это стало одним из первых примеров систематического генетического планирования в Европе и заложило основу для будущих проектов по спасению редких видов. В 1932 году появилось Международное общество охраны зубра, объединившее ученых и экологов. Несмотря на войны и политические разногласия, работа продолжалась. Цель была ясной — сохранить животных, увеличить их численность и, по возможности, расширить генофонд. К
1960-70 годам популяция в неволе значительно выросла. Зубров держали в просторных вольерах, заповедниках и национальных парках. Но возник новый вопрос: смогут ли они вновь жить на воле? Ученые понимали, зубры не просто крупные травоядные, а ключевой вид, от которого зависит состояние экосистем. Они прокладывают тропы, рассеивают семена, удобряют почву. Там, где их нет, лес зарастает кустарником, исчезают цветы, птицы и насекомые теряют свои места обитания, а природа становится беднее. Идея вернуть зубров в дикую среду становилась все популярнее. Но для ее воплощения требовались смелость и серьезная подготовка. В начале 2000-х годов стало очевидно: содержание зубров за заборами — лишь временная мера. Их нужно возвращать туда, где они обитали веками. Румыния стала одной из первых стран, решившихся на этот шаг. Южные Карпаты, а именно горы Тарку, признали подходящим местом. Когда-то здесь жили зубры, но более 200 лет назад они исчезли. Регион страдал от незаконной вырубки, чрезмерного выпаса и упадка сельского хозяйства. Луга заросли, леса потеряли равновесие, экосистема ослабла. Местные называли эти места умирающим лесом. Организация Rewilding Europe совместно с Всемирным фондом дикой природы Румынии запустила крупнейший в Европе проект по возвращению зубра в дикую природу. Целью было не только восстановление вида, но и возрождение экосистемы. Проблем хватало: гористая, удаленная местность без дорог, ограниченные ресурсы и ветеринарная помощь. Местные жители опасались за урожай и безопасность. Ученые не были уверены, выдержат ли животные такие условия. К тому же ограниченный генофонд делал любую ошибку потенциально фатальной. Тем не менее, работа началась. Зубров отбирали в разных странах Европы — Польши, Германии, Италии, Швеции, перевозили в специальных контейнерах, проводили медицинские проверки. Долгие переезды требовали особой осторожности. Прибывших животных помещали в адаптационные вольеры, где они привыкали к новым условиям. На шею каждому устанавливали GPS-ошейник для отслеживания перемещений. Важной частью проекта стало взаимодействие с местными жителями. Их приглашали работать рейнджерами и проводниками, проводились школьные занятия и собрания с населением. Постепенно отношение людей начало меняться. Зубров стали воспринимать как источник гордости и возможность для туризма. В мае 2014 года состоялся первый выпуск. 17 зубров впервые за 2 века вышли на свободу. Это событие стало историческим, но первые годы оказались тяжелыми. Некоторые животные не выдержали адаптации, техника ломалась, GPS-ошейники выходили из строя. Слухи о зубрах, заходящих в деревни, вызывали беспокойство. Финансирование оставалось под угрозой. Многие считали проект слишком рискованным. Но вскоре появились первые обнадеживающие признаки. В конце 2015 года рейнджеры заметили беременную самку. Впервые за 200 лет в Карпатах ожидалось рождение зубренка. Этот момент стал переломным. Постепенно стадо укрепилось, сформировало социальные группы, начало активно осваивать территорию и проявлять естественное поведение. Ученые фиксировали новые рождения, и сомнения начали исчезать. Вскоре стало очевидно: зубры не просто выживают, они оживляют природу. Их деятельность изменила ландшафт. На месте густых зарослей появились солнечные поляны, где вновь расцвели дикие растения. Почва стала плодороднее, вернулись птицы, насекомые, появились волки и рыси. Даже климатические условия немного стабилизировались благодаря восстановлению растительности. К 2017 году в стаде уже было потомство, рожденное в дикой природе.
Животные уверенно осваивали новые земли, а GPS-данные показывали все более протяженные маршруты. Экологи признали проект одним из самых успешных примеров восстановления природы в Европе. В последующие годы процесс ускорился. Рождалось все больше телят, популяция росла, а генетическое разнообразие укреплялось. К 2022 году исследователи подтвердили, уровень инбридинга снизился, стадо стало самодостаточным. Более половины животных уже родились на свободе. Зубры начали перемещаться в соседние национальные парки, соединяя природные территории. Были подписаны соглашения о расширении охраняемых зон на 105 тысяч гектаров. Оказалось, что присутствие зубров оказывает и климатический эффект. Их деятельность способствует ежегодному связыванию десятков тысяч тонн углекислого газа, превращая деградированные земли в живые углеродные хранилища. К концу 2024 года численность популяции достигла 210 особей. Южные Карпаты стали домом для крупнейшего дикого стада зубров в Европе. Эти животные оказались не только генетически жизнеспособными, но и экологически значимыми, культурно признанными. То, что начиналось как отчаянная попытка спасти исчезнувший вид, превратилось в настоящую революцию в сфере охраны природы. Зубры не просто вернулись. Вместе с ними вернулась и дикая природа. И это, пожалуй, одно из самых удивительных чудес современной Европы. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.